Помоги, как в старые добрые времена. Мы ее вчетвером закрывали. Фрэнки и Джонни, 1991 года. Мелодрама режиссера Гарри Маршалла по мотивам пьесы Терренса Макнейли «Фрэнки и Джонни in the Clair de Lune» 1987 года с Мишель Пфайффер и Аль Пачино в главных ролях. В картине и пьесе обыгрывается название песни «Фрэнки и Джонни». Премия Бафта – номинация на премию «Золотой глобус». Вспоминая имя режиссера Гарри Маршалла, на ум скорее приходят такие работы, как «Красотка. Как стать принцессой за бортом». Обзор есть на нашем канале. Незаслуженно непопулярна его потрясающе глубокая, мудрая драма на пляже с Бет Мидлер и Барбарой Херши и глубоко жизненная мелодрама «Фрэнки и Джонни». Главной романтической парой 1991 года без сомнения стали блистательные Аль Пачино и Мишель Пфайффер в фильме Гарри Маршалла, снявшего годом ранее культовую «Красотку» с Джулией Робертс. Это трогательная история любви двух обыкновенных людей, официантки и повара, уже успевших разочароваться в жизни и наделать множество ошибок. Тебе бы понравилось, если бы Неда подошла к тебе и сказала: «Я люблю тебя и хочу от тебя ребенка». Неда, ты мне правда нравишься, ты замечательная, но я люблю Фрэнки. Я позову на помощь. Изумительный дуэт Мишель Пфайффер и Аль Пачино в фильме «Фрэнки и Джонни» 1991 года никого не оставит равнодушным. Эти двое уже встречались на съемочной площадке фильма «Человек со шрамом» 1983 года Брайана Де Пальмы. Фрэнки считает себя не очень умной, не очень красивой и совершенно несчастной. Про таких говорят, что женщина поставила на себе крест. Где-то глубоко внутри она давно смирилась с тем, что до конца дней проживет в одиночестве. Но украдкой глядя в окно на людей из соседнего дома, которые устраивают семейные ужины, танцуют, заводят щенков, занимаются любовью, в ее глазах читается неуверенная надежда на то, что однажды и ее жизнь сдвинется с мертвой точки. Для роли Фрэнки в фильме «Фрэнки и Джонни» Мишель Пфайффер полностью изменила свой имидж. Она очень земная, не очень образованная, с грубоватыми манерами, да и какие претензии к официантке из нью-йоркского ресторана. Неда, Чего? ты потанцуешь со мной? Только подожди секунду, у меня лифчик расстегнулся. Джонни терпеливо, постепенно пытается завоевать доверие Фрэнки. Казалось бы, такая практически подростковая сентиментальность не свойственна для зрелых людей. Может быть, именно эта черта главных героев ставит фильм «Фрэнки и Джонни» Гарри Маршалла в ряд лучших его картин. Актеры и роли в фильме «Фрэнки и Джонни». Аль Пачино, Джонни, повар, только что вышедший из тюрьмы. Мишель Пфайффер, Фрэнки, официантка. Гектор Элизондо, Ник, хозяин нью-йоркского кафе Аполло. Нейтан Лейн, Тим, гей, сосед и друг Фрэнки. Кейт Нелиган, Кара, официантка, подруга Фрэнки. Джейн Моррис, Неда, официантка. Глен Пламер, Питер, бывший работник кафе, начинающий сценарист. Элли Китс, Артемис, кассир в кафе, племянница Ника, владельца. Прекрати на меня так смотреть. Как так? Как сейчас. Слишком настойчиво. Великолепная игра Мишель Пфайффер и Аль Пачино Фрэнки и Джонни приковывает к экрану от начала и до самых финальных титров. Их неподдельная эмоциональность, чувственность, непредсказуемость поступков вызывают расположение к их героям из замкнутого, ограниченного мира маленьких людей. Во время съемок фильма в соседнем павильоне велись съемки картины «Звездный путь 6. Неоткрытая страна». Согласно сценарию, в одной из сцен Фрэнки и Джонни Аль Пачино должен был изобразить сильнейшее удивление после того, как откроет дверь. Для большей достоверности актерской игры в этом эпизоде режиссер фильма Гарри Маршалл устроил так, что, открыв дверь, Аль Пачино увидел Кирка и Спока. Удивление актера было неподдельным. Характерная для фильмов Гарри Маршалла черта. Актеры второго плана настолько колоритны, даже эксцентричны, что испытываешь искреннюю потребность следить за развитием их персонажей. Актер Гектор Элизондо, который играет во многих фильмах Маршалла, Фрэнки и Джонни, предстает перед нами владельцем ресторана Ником, этаким мудрым, добрым и все понимающим дядюшкой. Или актриса Джейн Моррисон, Неда. Все сцены с нею вызывают гомерический хохот. В фильме присутствует еще один герой – музыка. Не случайно пьеса называется «Фрэнки и Джонни в лунном свете». Влюбленные слушают по радио прелюдию Клода Дебюсси «Лунный свет» из бергамасской сюиты. Песня «Фрэнки и Джонни» не оставляет шансов героям, чтобы не быть вместе. Мотив композиции, звучащий, когда Фрэнки и Джонни занимаются любовью, Джонни насвистывает на работе на следующее утро, а прелюдия Дебюсси с самого начала намекает на счастливый финал. И это именно тот случай, когда другого финала для героев ты даже не рассматриваешь. А зубы будешь чистить? Это значит, что ты этого хочешь? Возьми синюю, ею никто не пользовался. Сюжет фильма «Фрэнки и Джонни» 1991 года. Это фильм о сложных отношениях двух обычных людей, пытающихся построить свое счастье. Джонни в исполнении Аль Пачино – хороший парень, который однажды оступился и угодил за решетку. Фрэнки ее играет Мишель Пфайффер,
милая, но одинокая молодая женщина, которой очень не везло в любви. Фрэнки 36 лет, и у нее нет ни мужа, ни детей. Она уже отчаялась найти своего прекрасного принца. Джонни 46, 3 года назад от него ушла жена и забрала детей. Он попал в тюрьму за мелкое мошенничество. Отсидев свои 1,5 года, он выходит на свободу и хочет начать новую жизнь. В тюрьме он научился готовить и теперь делает это виртуозно. Джонни устраивается поваром в кафе Аполло, где официанткой работает Фрэнки, благодаря второму шансу, который ему дал хозяин ресторана Ник в исполнении Гектора Элизонда. Романтичный Джонни с самого начала счел их встречу судьбоносной, как в песне Теренса Трента «Дерби Фрэнки и Джонни». Неуверенная в себе Фрэнки соглашается с ним, но через несколько минут говорит, что все это чепуха. Она ему приглянулась, и он предлагает ей сходить вместе куда-нибудь. Но Фрэнки не соглашается. Она не хочет никаких отношений, она привыкла быть одна. Джонни проводит ночь с ее подругой-официанткой Корой, роль исполнила Кейт Неллиган, но после секса они понимают, что совершили ошибку и совершенно не подходят друг другу. Джонни нужна женщина, которая поймет его без слов, и такой он считает Фрэнки. Они сближаются на вечеринке, которую устроил их приятель Питер из кафе, который продал свой первый сценарий и уезжает в Голливуд. Им хорошо вместе, они понимают друг друга с полуслова, и Джонни предлагает закрепить результат сексом. Они оба с трепетом готовятся к этому событию. После этого Джонни считает, что они пара, что они должны везде быть вместе и делиться друг с другом всеми своими мыслями и переживаниями. Он видит во Фрэнке свою судьбу. Но Фрэнки так не думает. Она не верит, что может построить нормальные отношения. Когда Джонни предлагает ей пожениться и завести детей, она в слезах говорит, что не может иметь детей, и поэтому Джонни не может ее любить. Но он заявляет, что это совершенно не важно. Они могут усыновить ребенка, если Фрэнки захочет. Для Фрэнки это больная тема, так как у нее не было нормальных отношений. Один ее парень изменил ей с ее подругой, а последний бойфренд избил ее, когда она была беременна. Так что из-за этого она еле выжила и теперь никогда не сможет родить. А в напоминание об этом событии остался шрам на ее голове. Фрэнки боится близких отношений, она просто не доверяет людям. Джонни же любит ее и всеми силами старается помочь ей справиться с сомнениями и разрушить эту стену недоверия. После бессонной ночи разговоров, воспоминаний, любви, Фрэнки соглашается разделить кров с Джонни и сблизиться с ним. Фрэнки и Джонни – это одна из историй, доказывающих, что настоящая любовь может прийти в жизнь человека в любом возрасте, даже если он уже отчаялся быть счастливым. И пусть это всего лишь экранный сюжет, но разве возможно хоть на миг усомниться в реальности Фрэнки и Джонни?